А депозит на сайт я делал с великолепным промокодом SALES40, который дает 40% к вашему депозиту. Пользуйтесь. Друзья, всем привет, с вами Шестизарядный револьвер. мы находимся на сайте MyCSGO, все как обычно. И сегодня мы будем открывать кейс Mortal Kombat 1. Собственно говоря, посвященный выходу новой мартухи. Я не фанат данной игры, но для всех ее фанатов видео специально для вас, друзья. Мы на сайте, наш баланс не так уж и высок, как и в предыдущем видео. Пока что звезд с неба не хватаем, 4126 рублей. Кейс Mortal Kombat стоит 329 рублей. Все-таки что-то дешевое открывать смысла большого не вижу. Поэтому давайте начнем. Будем потихонечку открывать. Может быть, нам подвезет. Выпадет, например, какая-нибудь наваха. Зуб тигра, допустим, за 15,5 тысяч рублей. Или охотничий нож, черный глянец, было бы тоже неплохо. Но на самом деле я бы не отказался и от других оружий по типу Юспа, убийство подтверждено, Золотой спирали Эмти, Азимова, Wildfire и Full Injector. Сайрекс мы успешно продаем, чтобы было больше шансов на выбивание дорогой шмотки. Сайрекс у меня есть, был и еще много раз будет, поэтому сегодня мы охотимся на что-то более редкое. Конечно, Юсп редким я особо не назову. Все то, что после Юспа, для меня, я думаю, Авик мне очень нравится. Он не так дорого стоит, но сам по себе очень красивый скин, такой огненный дракон на нем нарисован, и я бы с удовольствием побегал бы с данным скином. Перчатки с названием «бросает дымовую». Что это значит? Гранату он бросает или он бросает просто дымовую? Все, больше не буду, типа, бросает дымовую. Гадайте сами, думайте сами. Не особо понятно, что именно имел автор, какую дымовую нужно бросить. Обезьянье дело, какой тоже легендарный 5-7, и как красиво он сделан, да, всего лишь-то банан налеплен на скин, но по итогу получается очень-очень интересная раскраска на оружие. Я вот за много видео выделяю для себя какие-то легендарные скины по типу всей коллекции Азимов, Глок Карамельное яблоко, Глок Водяной. И вот 5-7 входит в мой топ легендарных скинов. Вот именно обезьянье дело, Monkey Business. Потому что реально круто. Также хотел поделиться радостной новостью. Наконец-то у меня перестало КС пинговать. И вот правда, как я и предполагал, что как только CS2 выйдет именно в общий доступ, к ней появится больше серверов, и пинг у меня пропадет. Сейчас у меня обычный стандартный пинг 70-75, да, конечно, это не идеально, далеко от идеала, конечно, хотелось бы пинг около 30-25, это было бы прям пушка, но уже хотя бы не 1000, потому что ранее мне писалось, как я вам, в принципе, да, еще раз говорил, еще раз повторю, пинг у меня был около 120-130, но по ощущениям был он будто бы миллион. Вот. Но на данный момент эта проблема исправлена. Можете написать в комментариях, кто сталкивался с тем же самым и у кого на данный момент все уже стало хорошо. Я буду за вас рад, так же, как и рад за себя. Потому что наконец-то можно играть. Так как если раньше я решал эту проблему просто заходя в CSGO, там, где не было такого жесткого пинга, то на данный момент вариантов как бы нет. Бенгальский тигр. Красивый аук, но, соответственно, не так у нас много денег, чтобы мелкие красивые шмотки оставлять. Нам нужно все-таки что-то подороже. Хотелось бы вот калаш Full Injector. Очень уж он красиво выглядит. Ну, либо хотя бы авик. Но денег у нас на балансе становится все меньше и меньше. Поэтому уж не знаю, на что надеяться, на что рассчитывать. Бросаю дымовую, кстати, классные перчатки. Классные перчатки с двойным смыслом. Вот они как раз пролетают, но, соответственно, нам не выпадают. Красная линия, кстати, да, вот красную линию можно тоже записать в один из... Что? Есть P250 проклятие Апопа, который стоит 13 826 рублей. Я вообще впервые слышу про данный P250, про данный скин.
Выглядит он как дешевый скин на P250, который просто деревом покрыт. Что такие цены? Могли бы хоть, может, какое-то описание писать? Ну, понятно, что не на сайте, а в общем, и объяснять как-то этот момент, почему такая дорогая цена у достаточно обычного P250. Конечно, я не видел его в игре, может быть, там что-то, когда он его осматривает, что-то прикольное появляется. Ну ладно, если выпадет, будет круто, погоняю с ним. Еще хотел сказать про коллаж «Красную линию» и, в общем, скины «Красная линия». Тоже входит в мой топ легендарнейших скинов. Потому что «Красная линия» была давным-давно, и сколько я играю, столько я ее и помню. Но хотя я играл еще до момента, как она вышла. Ну и, видимо, это последняя прокрутка. Слепое пятно делает нам еще несколько шансов на покрутить. Это не может не радовать. Отлично. Может быть, как раз за эти 3, грубо говоря, спина. Ну, уже не 3, уже больше опять. Может быть, нам выпадет все-таки что-то интересное, какой-то ножичек. Это прям решит абсолютно все вопросы, которые у меня на данный момент возникают. Все это закроет, перекроет. Но нам выпадает только Desert Eagle Заговор. Но он все равно нас окупает, поэтому неплохо, уважаем. Плод воображения, кстати, очень красивый Dual Berettas на весь баланс. Давайте медленно на весь баланс. Золотая спираль грамотно нас пролетела. Хотя была совсем близко. Могла бы все-таки и выпасть уж в кои-то веки. И до Wildfire опять не докатила буквально миллиметр. Ну давайте, наверное, последний раз мы можем открыть 2 штуки. Одна катится быстрее, чем другая, но в любом случае ничего не выкатывает. Ничего не выкатывает ни одна, ни вторая. Открываем быстро. И дух бездны нас поглощает. Ну, посмотрите, что-то вот прям на последнем издыхании. Красная линия выпадает нам за 2000 рублей. Ну, давайте хотя бы остановимся на такой приятной ноте. Пусть будет у нас хотя бы красная линия. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментариях молитвы для того, чтобы следующие выпуски у нас были в плюс. Пользуйтесь моим промокодом. Всем пока.